Как кошка может случайно опозорить хозяина? На самом деле, обижаться на кошек за то, что их поведение не соответствует вашим ожиданиям, это как-то глупо. Животное – это все же животное, которое живет и должно жить по своим законам. И это уже наши проблемы, что мы любим домашних питомцев очеловечивать и ждать от них соответствующего поведения. А кошка ничего такого не должна. Она имеет полное право быть кошкой, даже если вы облачили ее в кофточку или шапочку, даже если разговариваете с ней, как с себе подобным. Правда, иногда мы все же немного стесняемся выходок своих мурлык, которые могут нас поставить перед посторонними в неловкое положение. На воре шапка горит. Все знают, что воровать – это нехорошо. Мало того, такой поступок, как умыкание чужого имущества, всегда преследуется по закону. Однако по закону человечьему, а у кошек ничего подобного нигде не прописано. И поэтому стащить у соседа рыбу с балкона или еще какую-нибудь вещь из чужого двора кошка может запросто и без малейшего угрызения совести. Мурлыка не всегда понимает ценность украденной вещи, поэтому может притащить в дом и дорогое украшение, и ключи от чьей-то машины. Даже бывают случаи, что котейка может просто взять и залезть в сумку к пришедшим в дом гостям, чтобы вытащить оттуда что-то сильно заинтересовавшее. И потом объясняйся перед знакомыми, что ты тут ни при чем, что ты такому своего котика не учил. Время умываться и не только. Кошке абсолютно все равно на гостей, которые пришли на ее территорию. У нее может быть время банных процедур, а проводить она их может в любом подходящем для нее месте своего дома. Например, посредине зала, где пришедшие к хозяину визитеры сидят за столом и обедают. Ладно, если котейка просто умывает мордочку, но ведь она вполне может и приступить к вылизыванию куда более интимных частей своего тела. У кого-то портится аппетит? Боже, какие все нежные. И хозяин еще такой, сразу своего котика начинает выгонять из комнаты. А в чем, собственно, дело? Вы пахнете не так, как надо. Так как кошка живет запахами, то ей для спокойной жизни нужно находиться в окружении знакомо пахнущих предметов. А если рядом оказывается вещь, которая имеет запах незнакомый, то мурлыка старается эту оплошность исправить. Если перебить запах чужака не получается путем натирания его вещи щеками, то остается самый эффективный способ – пометить его, чуть-то намочив. Кошке, к сожалению, невдомек, что хозяин потом будет краснеть и долго извиняться перед своими гостями. Тут, конечно, котик больше не позорит хозяина, а просто, не подозревая, делает ему маленькую подлянку, после которой гости, может быть, больше и не придут к нему. И такое положение дел отнюдь не огорчит котика. Все тайное может стать явным. Есть кошки, которые отличаются повышенной активностью и желанием совать нос, куда им не следует его совать. Ну а для игр они могут спокойно брать абсолютно все, что им покажется наиболее привлекательным в доме. Особенно этим могут грешить молодые и резвые питомцы, у которых имеется большое желание играть, но хозяин почему-то постоянно занят и не уделяет котику внимания. И вот такой шустрый питомец может в качестве игрушки притащить в комнату к гостям то, что показывать незнакомым людям, никак нельзя по всем правилам приличия. Естественно, кот опять же не виноват, так как он в этом ничего не понимает. А вот хозяин как раз виноват, ибо за вещами надо лучше следить, а с котиком надо чаще играть. Однако, хоть все это реально может случиться, и порой случается в доме, где живет кошка. Но все же это по большей мере исключение из правил. В большинстве же случаев мурлыки ведут себя все же прилично. Гостей игнорируют и спокойно пережидают их уход где-нибудь в укромном уголочке. Ну а для того, чтобы форс-мажорные случаи не произошли и чтобы хозяин не опозорился перед гостями, стоит учитывать особенности своего питомца и предусмотреть то, что он может вытворить. И да, естественно, никакого наказания и выговора котику, ибо его вины в содеянном никакой нет. Если вам понравилось видео, подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, оставайтесь на нашем канале, и вы узнаете еще много интересного. Спасибо за просмотр!